Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Давно мы с вами, друзья, не ездили на набережную Мерсина. Это упущение. Сейчас я хочу проехать от каравана, где начинается асфальт, вот дорожку, которую нам сделали набережную. И, во-первых, по дороге будем ехать и смотреть, до какого места она уже готова. Чтобы вы знали, куда можно доехать на велосипеде или дойти спокойно вдоль моря. И попьем на набережной Мерсина кофе. Я взяла не чай, а заварила кофе. Попьем, посидим, поговорим, посмотрим. В общем, друзья, кому интересно, я вас приглашаю в это путешествие. Поехали вместе со мной. Мы едем надолго, я так думаю. Я взяла с собой сумку-холодильник, обязательно беру с собой насос, запасной аккумулятор и заварила кофе. Водичка холодная у меня здесь, в сумке-холодильник. И еще, ребята, хочу показать. У меня есть теперь такая камера. Я буду ехать и записывать на нее. Первый раз мы ее протестируем с вами. Так что поедем по этой набережной и посмотрим, до какого места она. Ну а дальше выедем на трассу Д400 и поедем на набережную Мерсина. Присоединяйтесь и поехали. Сейчас утро, все идут на море. Так, у меня отвлекают. Сниму очки, потому что вдаль я вижу хорошо, а вблизи не очень. Поэтому, чтоб не мешало ничего, сняла очки. Поехали. Вот такая у нас сейчас шикарная просто набережная. Сейчас мы подъедем к ресторанчику рыбному. Вот сюда вечером все ходят кушать рыбку. А с левой стороны будет дорога на рынок по средам. Переедем шланг. Оп, перепрыгнули и поехали. Я смотрю, сегодня много рыбацких шхун. Наверное, какой-то косяк рыбы пришел. Как-то редко я видела, чтобы было на море очень много таких небольших корабликов. Вот такая шикарная дорожка. Вы можете гулять пешком, можете на велосипеде. И сейчас мы доедем и посмотрим, до какого же места ее сделали. Хотелось бы еще, чтобы с правой стороны, возле дорожки, да, посадили какие-то деревья или кусты, чтобы было зелено и приятно ходить и дышать воздухом, наслаждаться зеленью и вообще всей красотой. Так, видите, на велосипеде многие ездят по утрам. Многие уже ушли с моря, потому что уже 10 часов. Я выехала немножко попозже сегодня. Обычно я выезжаю часов в 7. Ну, как-то сегодня, не знаю, не собралась с утра. Поэтому еду сейчас. Солнышко печет, но обещали с сегодняшнего дня как бы похолодание небольшое. Но я думаю, это похолодание будет в горах, скорее всего. Вдоль моря ветер просто, знаете, такой горячий. Обдувает, и не знаю, как записывает камера. Поэтому первый раз еду. Не знаю, слышно или нет. Я записываю на микрофон, который в самой камере, не у меня. Поэтому посмотрим, как слышно. И потом уже посмотрим, как видно. Вот, подъезжаем мы к мосту нашему. Сейчас проедем. Здесь, видите, на автомобилях нельзя проехать. Ну, как-то вот, не знаю, ощущение такое, что мост немножечко как бы просел. Я не знаю, это должно быть так, или просто уже от тяжести он немножко со временем прогнулся. Поэтому напишите, если кто разбирается в этих делах. И вот смотрите, везде сделали дорожки, кафе оставили, немного деревьев подрезали. Мне это нравится. Покрасили дорогу. Видите, два
цвета, разделили полосы, где велосипеды и пешеходы. Очень удобно. И она, во-первых, расширилась наполовину. Раньше эта дорога была вот с правой стороны, где красная полоса, была просто брусчатка старая никакая. А сейчас, смотрите, какая красота. И вот едет, ну, прям в лоб. Хотя ему нужно ехать рядышком с другой стороны. Вот так сите здесь все старые. Я не знаю, видно, хорошо ли вам на камеру. Поэтому она у меня камера зафиксированная. Не знаю, как трясет или не трясет. Напишите потом в комментариях. Видите, столики везде, кафешки. Здесь, скорее всего, какие-то торжества празднуют. Ну и вечером тоже кушают. В прошлый раз, вот сейчас дорога повернет до рынка по воскресеньям налево. Вот было окончание дороги. Ну, посмотрим, насколько ее сделали. Здесь парк. Можно прогуляться. Я как-то, видите, быстро еду. И с правой стороны, где эвкалипты растут, везде скамеечки. Можно посидеть и отдохнуть. Вот девочки сидят. Они, наверное, уже покупались. Сидят, разговаривают. Ну, проедем, посмотрим, насколько же эта дорога у нас шикарная. И как далеко ее сделали, да? Кафешки везде. Очень хорошо. И вы знаете, хочу поделиться, что возле нашего дома, ну, кто знает, если живет в Тедже, да, вот и рынок по субботам, там есть такая площадка заброшенная. Сегодня с утра начали убирать лишнюю землю, прям буквально возле нашего сета недалеко. Я думаю, может, будут парки делать. А вот здесь, смотрите, вот с правой стороны были такие ступеньки вниз и были пальмы. Я не вижу пальмы, наверное, убрали, пересадили куда-то, сделали спуски и, по всей вероятности, окончание дороги. Да, вот пока дорога заканчивается наша. Я поверну немножко сюда и потом выйду вперед на старую дорогу. Вот старая брусчатка. Но, видите, плакаты везде висят, что откладывают яйца черепахи. Не беспокойте их. Это огромные черепахи карета. Не нужно их беспокоить. Они выходят на песчаный берег и откладывают яйца. Ну, они немного дальше. Мы еще проедем в то место, где в основном ихние кладки. Когда-то были и в Тедже, возле нас недалеко. Это буквально 3 года назад я видела, и знаки такие были, что черепахи отложили яйца. Ограждали прям такие заборчики. И надписи, что не трогайте, это все запрещено. Так, лежачие полицейские. Перепрыгнем немножко, приторможу. Тормоза подскрипывают, нужно смазку сделать для тормозов. Ну, ладно, уж в следующий раз. Поэтому, ребята, не обижайтесь, если камеру будет немножечко поскрипывать мои тормоза. Смотрите, вот старые сите. Как здесь красиво, да? Все сделано. Я потише поеду. Поливается все. Вот так все выглядит. С левой стороны кафешки. Много столиков. Но днем никого нет. Потому что, ну, все отдыхают в такую жару. Никто не приходит. В основном собирается где-то после 8 вечера. Где-то 9-10. Вот тогда люди выходят. Сидят, отдыхают в этих кафе. Так, немножко еще. Лежачий полицейский, немножечко вот так подпрыгну. И вот дорога, видите, на 2 части. Это старая полоска, но она была сделана где-то года 3 назад. Такие бетонные плиты уложены и рядом асфальт. И причем между ними такой, знаете, бордюрчик невысокий.
Поэтому вот так. Я еду, видите, на электровелосипеде и немножко гудит, поэтому это электровелосипед сам. Ну что, прибавим скорость. Видите, как классно, да? Сидят уже за территорией самого СТ, выставили столики, и вечером люди кушают. Ну что, погнали побыстрее. Сейчас проскочим эту дорогу и выйдем на брусчатку. Так, во море немножко, я не знаю, видно, ребята? Напишите, потому что камера зафиксирована в одном положении, а радиус по бокам, я не знаю, насколько большой, поэтому переедем все. И как микрофон, не знаю, как слышно, первый раз еду все, поэтому тестируем вместе с вами. Здесь на мотиках едут. Надо аккуратненько разъехаться, сейчас дорога узкая. Все проехали туда поближе к заборчику. Вот такая, видите, не широкая дорога. Здесь вот эта брусчатка, ну буквально, ну я не знаю, метра полтора. Здесь котики, домики мы открыли. Обычно на осень или на зиму его целлофаном закрывают. Но сейчас такое пекло, что котики могут свариться. Приподняли целлофан, и они там кушают все. Лежаночки есть. Вообще за животными очень в Турции ухаживают. Особенно за котами. Ну, кстати, я вам скажу, собак стало меньше. Вчера хотела косточки собакам дать, подготовила. И никак не могла найти. Сложно, куда-то убежали, наверное. Или не знаю, может вывезли их, может убежали, но стало поменьше. Так, оп, прыгаем немного. Ну, дорога никакая, сами видите. Притормозим немножко здесь. Кусты подрезали, а здесь совсем узкая, видите, для велосипеда буквально, ну не знаю, сантиметров 60. Всего дорожка узкая. Поедем быстренько, давайте этот участок. Сейчас я еще побыстрее включу. Но песка очень много, чтобы не занесло. И между кустами, вот сейчас проедем, начались вот таблички, видите, это предупреждение про черепах. И с правой стороны большая набережная песчаная. Вот сюда черепахи в основном выползают и откладывают яйца свои. Повыше немного поднимемся, посмотрим, там, скорее всего, есть уже кладки и стоят знаки. Да, я вижу вот в кустах немножко уже установлены знаки кое-где, что отложены яйца такие, если обратите внимание, маленькие. Сейчас я остановлюсь. Вот смотрите, видите, такие небольшие знаки там, там. И вот здесь вот так руль поверну. Вот везде на набережной спускаюсь вниз. Это где-то район ДЛТП. Сейчас останавливаюсь. Вы посмотрите, что за прелесть. Тут оазис. Так, а ну давайте сюда немножко приподнимусь. Это же надо, такого раньше не было. Посмотрите, сколько пальм, какая зелень. Красота. Сейчас я подъеду немножечко сюда. Посмотрим. Ну это же надо как. Скорее всего, это сделали какая-то изба-читальня. Да, в ДЛТП Мерсин Аланы. Изба читальная, но видите, пока здесь не доделано ничего, но вот так я вам поверну. Посмотрите, как красиво. Здесь можно будет отдыхать, попозже я все узнаю. Вот так. Смотрите, как
Классно, да? Сейчас попробую немножко повернуть камеру вот так. Откручу. Неудобно то, что камера зафиксирована, поэтому вот так немножечко еще поверну. Так, надеюсь, видно, да? Так, ладно, поехали. Дальше посмотрим. Сейчас я съеду вот сюда заново на дорожку. Здесь пляж шикарный, песчаный. И проеду. Вот так покажу вам. Красота какая, да? Зелень. Ничего же не было совсем здесь. Еду потихонечку, и за мной там кто-то едет на велосипеде, а я вам снимаю. Какая красота. Это район ДВТП. Так. Вот объехал меня мужчина. Скамеечки есть, все поливается. Ну, классно. Мне это нравится. Вот так вот сделали бы везде, да? А не голая земля, чтобы была. Супер. Если откроется, когда надо будет узнать в новостях, когда откроется, зайдем сюда, поснимаем. И вот до этого места все, что сделали. Дальше ничего нет. Друзья, далее я выехала на дорогу, на трассу Д400. И проедем с вами по дороге до Соли. А там уже можно повернуть на набережную и уже ехать вдоль моря. Здесь магазины. Вот это с левой стороны. У меня магазин ЭКПА. Здесь хозяйственные. Ну все, просто для дома все, что хотите. Все есть. Но есть и ближе магазин, похожий на него. Недалеко от Тэнджа. Вот если от моста идти, я показывала на видео, несколько раз обзоры делала, поэтому там, конечно, магазин чуть меньше, и ассортимент чуть меньше, но все равно все можно купить без проблем. А так, смотрите, какие дома здесь. Я не всегда показывала эту дорогу, по какой еду, поэтому вы будете видеть все своими глазами. Вот такая дорога. Видите, справа у меня на дороге дорожка была. Ее раскапывали, прокладывали какие-то трубы. Но сейчас в Тедже, не доезжая моста, прокладывают заново трубы по другой стороне дороги. Дорога, видите, разделена на две части. Поэтому очень удобно. Сначала одну часть сделали, потом другую. Так, маршрутки едут, все едут. У нас красный свет. Сзади маршрутки сидят прямо на хвосте. Останавливаемся. Все, друзья, поехали дальше. Сколько машин едет. Сейчас остановлюсь, посмотрю, пишет ли камера. Поехали. Вроде бы камера пишет, но потом посмотрим. Сегодня первый такой мой заезд. Все тестирую. Поэтому не знаю, что получится. Как будет все. Если на автобусе едете из Тэджа, да, и пробок нету, 2 минут 20. Ну, на велосипеде у меня по-разному бывает. Я могу и за 40 минут доехать, и за час. Уже в зависимости от трафика. Посмотрим, как быстро доедем. Много магазинов, мебельных, продуктовых. Поэтому много здесь всего.
Едем, посигналим немножко, чтобы он видел. Уже не стала сигналить, потому что водители иногда срываются с места резко. Поехали. Вот дорога налево, если повернуть, это рынок по пятницам в Соли-центре, который находится. А с правой стороны это будет, по-моему, или полиция, база какая, ну не база, а я не знаю, в общем, что-то такое. Сюда нельзя проходить. Жандарма написано. Так, мы едем. Немножко помолчу, посмотрите город под музыку. Вот такие дома здесь. Всю эту дорогу я еду по трассе Д4. Потом заверну направо на набережную. Впереди вот Соли-центр, не так далеко до него осталось. Но мы сейчас свернем вниз на набережную. Вот здесь я заворачиваю возле Сите Денис Гилдыс. Сюда. И едем на набережную. И это уже набережная будет вдоль моря до почти до порта идти туда. Можно спокойно доехать, не беспокоясь. Здесь Сите и несколько вилл есть. Поэтому живут же люди, да? Рядом с морем, в центре, имея вот такие шикарные дома. Хотели бы вы так жить? Виноградик, видите, как все красиво. И вот оно море. Сейчас поверну на такую уже набережную. Что-то вертолеты летают. Наверное, где-то пожары. Но неудивительно, такая жара. Пожары очень много есть где. Здесь кафешки. Видите, все накрыто. Кто-то пришел на завтрак. Очень классно. Сейчас объеду это дерево, оно посередине. С правой стороны все есть. И лежаки, и шезлонги, все. Тут отдыхают мужчины. Многие уже покупались, ушли с моря. А многие только идут. Пройдем. Видите, размеренным шагом женщины идут домой. Загорелые, уставшие, отдохнувшие. Так, детки, аккуратно, обувь улетела. Надо смотреть, потому что могут побежать сразу. Вот здесь кафешка очень удобно. Здесь мороженое, кофе, перекусить можно, бутики. Очень хорошо. И большая набережная. Сейчас она почти полупустая. Очень жарко. Напишите, какая у вас сейчас погода, жарко или нет. Ну а мы проедем с ветерком. Я вас прокачу по этой набережной. Это Соли набережная, поэтому вечером здесь много людей отдыхает, гуляет. Надо все равно посматривать, чтобы под колеса никто не побежал резко. Это любят. Здесь, видите, чистят песок, убирают все. Очень классно. Ну, давайте поднажмем немножко. Прокачу вас. Не знаю, видно море вам или нет. Вот такая дорога. Классная. Постараюсь повернуть немножко, не знаю, получится.
чтобы вам было сильнее видно море. Вот так, на ходу. Море классное, теплое-теплое. Мы вечером ходим каждый день после 7. До 7 влажность большая, не хочется идти по жаре. Днем вообще не ходим практически. А после 7 самое то. Покупаться часик перед сном. Потом покушаешь что-нибудь и отдыхаешь, засыпаешь мгновенно. Вообще море хорошо действует на весь организм, да и климат шикарный в Турции. Для меня, конечно, он подходит на 100%. Пишите, как вам, когда приезжаете, как переносите вот это все перепады. Если у вас климат отличается немного, как вы себя чувствуете, хорошо, плохо, и вообще купили вы квартиры или нет, жалеете, что купили, или чувствуете себя прекрасно, как и я. И пишите, кто планирует купить. Мне интересно, поделитесь своими планами на жизнь. Видите, немножко дорожка здесь отличается, здесь раньше сделано было. Есть бордюрчик небольшой, но я камеру повернула на море, чтобы больше вам посмотреть. Ну и сейчас постараюсь повернуть вот так. На дома, здесь старые постройки, но море прям близко. Если перейти, я не знаю, ну метров 35-40, где-то так, ну до полтинника максимум. Это от самого балкона и до самого края моря, прям метров 50, ну даже меньше. Вот так все выглядит. Немного помолчу, проедете с ветерком под музыку. Так, здесь небольшой бугорок. Проехали. Немножко потрясет. И здесь тоже, видите, виллы шикарные. У них ставни закрыты, потому что очень жарко, солнце печет. Я еду, у меня уже вся спина мокрая. Когда попозже выезжаешь, такую жару не очень хорошо. И хоть здесь мэски какие-то, не знаю, все закрыто, написано мэски. Поэтому что-то связанное с водой или очистными какими-то. Или берут воду куда-то, в общем, проедем. А перед нами, впереди, буквально метров, ну, 150-200, наверное, да? Это Соли Помпео Полис. С левой стороны будут старые развалины этого города. Я неоднократно делала обзор. Кому интересно, полистайте. Классно посмотреть, это все-таки история. Это нужно видеть обязательно всем, кто приезжает в Мерсин и вообще в Турцию. Здесь очень много исторических мест, которые нужно обязательно посмотреть. Ведь это останется в памяти на всю жизнь. Не доезжая до Помпео Полиса, здесь виноградные плантации. Виноград очень много. И были такие теплицы, где выращивали помидоры. Ну, сейчас, может, посадили что-то другое. Очень много винограда. И вот видите уже колонны. Это Помпео Полис. Я немножко помедленнее поеду. Если кто первый раз, от Соли доехать до Соли нужно и спуститься вниз. Там еще магазин одежды есть.
женский, большие размеры, 3XL, и спуститься вниз на набережную и пройти вот сюда, на левую сторону. Сейчас остановлюсь со скрипом, видите? И вот сюда обязательно вам нужно прийти и все это посмотреть. Это история. Проехала полиция, увидели, что у меня камера, помахали мне рукой. Везде всегда смотрят, проверяют. Это служба безопасности. Это очень хорошо. А с правой стороны здесь большая площадка Мезетли. Там есть сердце шикарное, где можно пофотографироваться. И всегда здесь выступают концерты, все проходит. Остановлюсь. Проходят все концерты. Вот там впереди, вот туда, если посмотреть, Мезетли. И вот это вот через дорогу, это платный пляж. Поэтому, кто хочет отдохнуть с шиком, пожалуйста, приезжайте. Здесь все есть. И боулинг, и танцы, дискотека, и кафешки, и много чего есть. И шахматы поиграть такие большие. И всего очень много. Поэтому здесь классно отдыхать. Ну, я не знаю, сколько стоит. В прошлом году было 500 лир. В этом году, наверное, подороже. Помпео-Полис Бич. Зоны отдыха. И поехали дальше. Здесь очень много кафешек. Ну, тоже днем народу мало. Единицы буквально. А так все в основном приходят вечером. Всегда на юге кипит ночная жизнь. Ну что, ребята, не будем изменять традициям. Подъедем к своей любимой скамеечке, попьем водички, посидим, отдохнем немножко и поедем дальше. Вот моя скамеечка. Вода это да. Без водички ездить никуда нельзя. Холодненькая у меня. Сумка-холодильник спасает. Когда далеко ездишь, обязательно беру сумку-холодильник, элемент охлаждающий кладу и пью холодную водичку. Сейчас поверну телефон, посмотрите, какое море сейчас. Вот такое сегодня море. Так, впереди я смотрю машина там, которая, наверное, чистит эту дорожку. Надо будет остановиться, объехать. А с левой стороны у меня очень много кафе. Здесь и мороженое, все продают. Разную еду. Ну, в основном все вечером, да, и грили, и все есть здесь. Так, здесь, по-моему, да, видите, убирают дорогу. Поэтому мне надо было выехать на дорожку, а не снова заехать. Сейчас остановлюсь, посмотрю. А хотя я вот здесь, наверное, проеду так по тротуарчику. И поедем дальше. Дальше спустимся. Это пылесос такой большой. Вот. Сейчас где-нибудь найдем спуск. Проедем. Так, чего-то его нету, но остановлюсь, сейчас спущусь. Все, ребята. Теперь можно катиться с ветерком. Но жарко. Ужас просто. И влажность большая, и жарко. Проедем. Здесь в основном все старые дома. Это город Мезетли. Скоро будем почти в центре. Давайте поднажмем. Быстрее проедем этот участок. Много кафешек. Практически в каждом доме есть кафе.
И с правой стороны здесь небольшой пляж, где люди приходят и купаются. Совсем маленький. Проедем. Сейчас немножко прыгнем на пригорок. Так. Тоже площадка есть, зона отдыха. Классно. Здесь, видите, пляжики, и есть переодевалка, туалет и душевая. А мы проедем через мостик. Вот такой металлический. Небольшой. Кстати, под мостом здесь опора. Вот когда сель был, ее снесло, она так и стоит криво, не соприкасается с мостом. Поэтому не знаю, насколько этого моста хватит. Выдержит он следующий поток или не выдержит. Так, я проезжаю. Сейчас попробую развернуться. Получится у меня или нет. Так, медленно, медленно, медленно. И вот сюда. Здесь очень-очень узко. И все, поехали. Все, мы практически на самой набережной Мерсина, центр. Это самая шикарная набережная. Вот сюда приходят многие, фотографируются. Видите, табличка Мерсин. Есть качельки. И вот так все выглядит. Ну что, прокатимся с ветерком? Поехали. Я вас быстро прокачу. Потом мы найдем какое-нибудь место. А может, за столик сядем в беседке, попьем кофе, передохнем, потому что от Теджа мы с вами найдем место, передохнем. Может, в беседке, может, на лужайке посмотрим. Ну, лужайки, видите, здесь поливают. Такие пальмочки шикарные. Я не знаю, видно хорошо, да? Такая красота. Сейчас немножко поверну вот так. Такие пальмы. Лужайки поливают водички, поэтому может быть мокрая трава. Скорее всего, мы посидим в беседке, отдохнем, поговорим. Я попью кофе вместе с вами. Я испекла что-то, кекс такой кокосовый, с кокосовой стружкой, очень вкусный, такой, знаете, ароматный. И взяла арбуз. Будем кушать с вами и наслаждаться. И посмотрите, здесь очень много архитектуры, много памятников, поэтому можно, здесь такие качельки, можно сесть или полежать прям и покачаться в качельках таких. Я остановилась. Вот такая набережная вся. Камеру не снимаю с велосипеда. Ну, тестируем. А как? Первый раз нужно же посмотреть. А то, не знаю, купили, а что получится в итоге. И это такой вопрос. Вот так еще сделаю. Немножко подровняю ее. Не знаю, как хорошо видно, нехорошо. Поехали дальше. Смотрите, с правой стороны очень много появилось электроскутеров и электровелосипедов. Раньше не было, сейчас очень много. И по городу везде. Поэтому можно спокойно взять и прокатиться. Ну а с левой стороны красота красотой. Многие уже пришли, вот чай, смотрю, с термосов наливают, пьют чай. Ну, мы проедем подальше туда. Хочу побольше показать вам набережной. И потом мы с вами остановимся и также посидим и попьем чаек. Ну, хотя не чай, а кофе сегодня у меня. Жарко, поэтому
Не стала брать чай, почему-то захотелось взять кофе. С левой стороны памятник. Здесь есть лев. Я вот так отъеду немножко, чтобы вам показать. Я смотрю, какое-то ограждение. Видите, территорию оградили ленточкой. И вот здесь такие колонны и памятник большой. Там лев и фонтан. Поедемте дальше. Кому интересно все рассмотреть, я снимала видео. Ну, давно это было. Ну, полистайте, ребята. В предыдущих видео там полный обзор есть. Когда я ходила на набережную, потом на Марину. Это же так классно посмотреть. Не только одно видео, но пролистать архив. Много интересных мест, где я показывала. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Это все прекрасно. Проедем быстрее с ветерком. Сейчас мы подъедем. Это библиотека студенческая. Здесь студенты занимаются. Вот она, огромная библиотека. И вечером, сейчас, видите, окна закрыты, но видно внизу, что много занимаются, сидят на стульях и видно ноги. Очень много посетителей. Студенты, да, сейчас стараются больше изучить информации, поэтому им это в жизни пригодится, и они стараются все больше и больше узнавать. Поверну вот так немножко камеру, смотрите еще такие архитектуры, колонны. Да вообще очень много на набережной таких мест интересных. А сейчас буквально через несколько метров, если повернуть налево, это торговый центр Сая Парк и гостиница Диван огромная. Вот если налево пройти сейчас, там такая кольцевая дорога, проходите и поднимаетесь вверх прямо, не сворачивая ни влево, ни вправо, вы упретесь в торговый центр. И туда же, не доходя Сая Парка, есть остановка Хавамаш. Это автобусы, которые идут в аэропорт. Там и такси, и автобусы. Поэтому выбирайте, на чем вам удобнее ехать. А я вам показываю, смотрите, сколько здесь таких беседок, где можно отдохнуть, посидеть. Вечером здесь очень много отдыхающих. А дальше накрытая такая, видите, концертная площадка. Здесь выступают, концерты делают, поэтому много. И рядышком кафе. Днем никого нет, в такую жару люди не ходят. Но когда зажгутся фонари и будет прохладнее на набережной, вы просто не представляете, сколько здесь людей приходят с семьями, отдыхают, гуляют вдоль набережной. Это просто красота. Сейчас поверну немножко поровнее, а может даже вот ближе вам на море. Сейчас поверну, потому что мы скоро подъедем к Мерсине. Набережная, вот Марина, в Мерсине есть набережная. Я снимала видео не так давно, поэтому можете зайти и посмотреть. Там, где яхты, вот повернула немножко саму камеру, на ходу еду, на ходу поворачиваю, может криво-косо. Ребята, не обижайтесь, я первый раз все тестирую, не знаю, как оно получается, хорошо или плохо. С правой стороны видите такие мачты, это от яхт, поэтому там их очень много. Приходите, там магазины, кафешки, яхты.
Можно посидеть, хорошо провести вечер. И вот по этой набережной, если ехать, можно доехать до порта. Мы с вами не доезжали до порта, но надо как-то доехать. Мы запланируем и доедем. Порт это рядом, где Чарши, рынок. Можно, если вы едете из Теджи, на автобусе десятка идет туда, на сам рынок. Если вы едете из Тамил, Карпач, там, да, это 156 автобус. Маршрутки какие оттуда идут, я не знаю, но автобус идет 156. То есть доедете до Чарши. И вот начало Марины. Здесь забор, детские аттракционы. В глубине там магазины. Но мы еще не доехали до въезда. Там обязательно, если машины заезжают, проверяют таким стеклом, смотрят днище. Специальные проверяющие люди. И есть такая рамка, которая просвечивает, ну, сумку там, и вы проходите через рамку. Это обязательно. Проход через рамку во всех муниципальных учреждениях, во всех больших торговых центрах, поликлиниках, везде. В Турции и конкретно в Мерсине такое есть. И вот буквально осталось 50 метров. Я приторможу. Вот так. И это въезд в Мерсин набережную. Марина, видите, я остановилась и пройду немножко, покажу вам с правой стороны. Сейчас немного поверну камеру, вот так. Видите, с правой стороны въезд для машин. И вперед, если пройти, там вы проходите рамку. Так, будем смотреть внимательно. Машины едут. Вот сама Марина. Видите? Ну, у меня есть видео. Вы можете посмотреть. И потом приехать сюда отдохнуть. Вот так я поверну немножко вам. Видите как? И это все Большая Марина. Там чего только нету. Сейчас я сюда пройду вперед. Вы знаете, мы вот на эту половину с вами никогда не поднимались, не проезжали. И я хочу проехать немного и сама посмотреть. И вам показать, поделиться с вами. Все, ребята, поехали. Вертолеты летают, да, очень много. Но я вижу, если бы что-то горело, у них были бы такие, знаете, специальные емкости, где они бы набирали воду. Немножко я подровняла камеру. Смотрите, здесь такое солнышко, инсталляция. Наверх смотрите, где пальма. Видите, как красиво, да, сделано? Не знаю, видно вам, нет? Захватывает сама камера. Не захватывает. Ну, в общем, тестирую. Здесь тоже очень красиво. Есть беседочки, горки для деток. Давайте вот так все-таки поверну, чтобы было получше видно. Здесь деревья такие, смотрите, тень просто. Вот на земле даже солнышко не просвечивает лучи. Так, а здесь что у нас написано? Фенербахче Мейданы. Угу. Видите, какой памятник. Здесь, кстати, тоже небольшой пляжик. Вот так. Я не знаю, видно. Ну, проехали немного, да. Небольшой пляжик, где можно купаться. Вот так я поверну. Здесь тренажеры. Нужно заниматься спортом. И вообще в Мерсине очень много площадок таких, волейбольные. И тренажеры. Не только вот на центральных там площадях или где, а даже вот и в районах. Маленькие парки. Ой, как здесь классно. В маленьких парках всего много.
Мы здесь с вами ни разу не были. Смотрите, какая красота. Очень много пальм. Здесь даже деревья такие с другой стороны. Мне нравится. Вот так немножко наклоню. Вот не знаю, нормально, ненормально видно. Так, все, едем. Замечательно. Сколько пальм, я не знаю, тысячи. Их давно высадили. Ну, набережная, знаете, вот смотришь, даже кроликов каких-то и вечерние освещают огнями. Так красиво. Просто, я не знаю, такого места, наверное, нигде нет. Вот беседочки везде. Люди отдохнули, попили чай. Очень красивый. Везде территорию убирают все время. Набережную чистят, поливают, стригут газоны, все. Каждый божий день в течение дня. Здесь есть туалеты, вот серенький туалет. Все бесплатно. Очень много всего на набережной и кафешек. И чего здесь только нет. Да, здесь кафе, есть отдыхающие. И котики, как всегда, идут подкормиться, выпросить какой-нибудь кусочек булочки или там еще чего-нибудь покушать. Так, я остановилась, хочу проехать вот сюда немножечко в тенек, поставить велосипед и все-таки попить с вами кофе. Ну что, друзья, с таким прекрасным видом мы с вами попьем кофеек и покушаем арбузик. Я взяла вот такой арбуз, кусочки я нарезала уже, налила кофе, холодный у меня кофе, поэтому будем пить. И взяла, сейчас развяжу все. Так, надо, чтобы салфетки не улетели. Вот сюда под низ положу. Так, сюда. И уберем лишние сумочки, чтобы не мусорить пакетики. И вот такой кекс я взяла. Вкусный. Он и с кокосовой стружкой, со вкусом кокоса. Очень вкусный. Будем сейчас с вами наслаждаться и пить кофе. Я взяла с собой вилочки одноразовые. Ну, можно и так покушать, но для арбузика вот сюда я сразу вилочку положу. И будем с вами кушать. Так, стаканчики 2 взяла на всякий случай. Вдруг какой-нибудь помнется. Поэтому наливаю кофе. Такой вкусный, холодненький, не горячий кофеек. Ну что, ребята, кто кушает? Приятного всем аппетита. Кто не кушает, присоединяйтесь со мной. Мы вместе перекусим такой вкусняшкой. Вот у меня кофе. Очень вкусно. И вот такой кекс. Поближе покажу вам. Смотрите, какой он пористый, мягенький такой, влажный. Это с кокосом. Я пекла вечером. Вкуснятина. И кофеек. Очень вкусно. Представляете, вы где-то дома, да, а сидите вместе со мной среди таких прекрасных пальм, вообще в таком климате, рядом море, сидите, пьете кофе и кушаете вкусный кекс. Поделитесь, пожалуйста, в
комментариях, какие у вас вкусные выпечки, что вы любите, какое ваше самое любимое блюдо. Я, может, приготовлю. Поделитесь рецептом, не жалейте. Что вы больше всего любите? Или оладушки какие, или блинчики, или, может, кексы, или там торты. Может, какие-то такие мясные блюда. Вообще, я люблю тоже слоеные, вот разную выпечку слоеную с мясом, да. Очень вкусно. Красота. Рядом сидит мужчина недалеко в телефон, а чуть дальше там пара семейная, они тоже кушают. Здесь очень хорошо, ветерок дует прям с моря, знаете. Вроде бы и жара, но когда обдувает, легче. Видите, беседка, она в тенечке получается, а посидеть на траве не получилось. Поливают, полив идет постоянно, поэтому здесь земля такая, знаете, глинистая, и она впитывает, и долго держится вода. Поэтому, ну, невозможно сидеть, это просто грязный будешь. Не хочу ни сама испачкаться, ни вас не испачкать. Поэтому сидим за столиком и кушаем. Сижу, кушаю, беру уже второй кусок. Представляете? Вкусный. Вот такой второй кусок. Обедать не буду. Наемся всего сладкого и арбузика, и мне достаточно будет. Сегодня выезжала из дома, ну, как бы со своего сите. Как я и говорила, что, знаете, возле нас недалеко есть такой пустырь, ну, это рядом с субботним рынком. И сегодня трактор там убирал лишнюю землю. Я не знаю, равняли, вчера они целый день равняли, сегодня начали убирать. Я не знаю, может, уже парк будут делать. Наконец-то, может, дождались, а может, просто как бы сгребут, мусор уберут, все это в одну кучку. Ну, в общем, будем смотреть. Если будет парк и будут делать, это вообще будет замечательно. Чтобы Теджи был такой же красивый, с такими беседками. Я уже никак не дождусь, когда будет, знаете, ну вот маленький кусочек мерсинской красоты вот этой в нашем районе. Или там, где эвкалиптовая роща, или вот возле нас. Там же много, где Бахче было. Помните, вот я говорила, где пенсионеры садили сады, ну, свои огородики и деревья там были, все. Там же тоже пусто, ничего нет. А были бы такие беседки, деревья, ну почему бы не выйти, да, вот из дома и посидеть? Даже вот чай попить тот же, да? Это же прекрасно. Не обязательно сидеть дома там за столом или на кухне, кушать и пить чай. Можно выйти, отдохнуть, посмотреть, чем живут люди, как проводят время, посидеть, потусоваться, мало ли, поговорить. Турки тоже любят, знаете, общаться, поэтому они все такие приветливые. Вот. И было бы хорошо, общение было бы, так бы больше говорили, навык, как говорится, в турецком языке. А так практики мало, поэтому особо-то и не стараешься изучать этот язык. Хотя это плохо, нужно изучать. Ну, нету практики особой. Ваше здоровье, кусочек ем. На таком прекрасном берегу и с видом на море. А здесь недалеко, эта же дорога идет прямая в сторону порта. Там проезжают машины. Классно. Но мы все равно покушаем сейчас и проедем дальше. Я хочу посмотреть. До порта не буду сегодня ехать. Мы как-нибудь с вами съездим до порта. Там тоже красивая площадь есть и рынок. Ну, проедем этот маршрут, посмотрим. Но сегодня у нас самое главное — это попить кофе с прекрасным видом, вместе с вами посидеть, поговорить. Пишите в комментариях, как вы проводите время. Может, вы на даче сейчас сидите и тоже шашлык там жарите, дымком пахнет, все вкусно. Я тоже люблю и шашлык жарить, все. Детвора бегает, кричат, они катаются на таких самокатах шумные. Родители сидят чуть дальше, а дети катаются. И люблю, да, шашлык пожарить. Но меня муж всегда делает, как делает костер, разжигает, но жарю шашлык всегда я.
Я люблю жарить шашлык. Он получается сочный, такой, знаете, вкусный. Мы с вами обязательно пожарим в нашем сите шашлычок и посидим, поговорим. Также в беседке у себя в сите. Я вас приглашаю. Обязательно все сделаем. А вы пишите в комментариях, что вы делаете, куда ездите, как проводите время, любите шашлык, из чего вы жарите больше. В общем, со свинины или с курицей, что больше любите, или баранину. Пишите, мне все-таки интересно, знаете, потому что каждый человек, и у каждого своя жизнь, и кто-то делится. И это всегда приятно, да, если человек поделился, и ему как бы приятно то, что он общается, понимаете, и другому человеку, который выслушал его, посмотрел и тоже порадовался за него, за его жизнь, поэтому надо быть всем на связи. Тогда будет мир более крепкий, дружный и общительный. Нужно общаться всегда, обязательно, в любой ситуации. Вкуснота, да и только. Еще арбуз есть. Вкусный кекс, очень вкусный. Нужно спечь обязательно на видео. Я пекла как-то лимонный кекс, а с кокосом нет. Только торт, по-моему, пекла. 3 стакана с кокосом. Но кекс обалденный получился. Ребята, ну вот как похудеть, да? Когда каждый день дома есть выпечка. Или пирожки, или какие-то там... Кстати, палочки, я не знаю, ну попозже, наверное, рецепт выйдет. Хлебные палочки. Один раз я попробовала, подсели, блин, мы каждую неделю, да даже не каждую неделю, 2-3 раза в неделю я пеку эти хлебные палочки. Дети шумят, кричат, ну, это дети. Хлебные палочки, знаете, начинка может быть любая. Ну, я делала с оливками, с помидоркой, с колбаской, в общем, разные. Очень вкусные. Будет рецепт на канале. Посмотрите, не пожалеете, приготовьте. Это обалденно вкусно. Красота. Я из-за себя съем, из-за вас. Очень вкусно. Знаете, прям тает, все плывет, все себе, все себе. Все любят сладкое, наверное, мучное. Как говорится, есть настроение, нет настроения, съел сладенького, вкусненького, и все уже хорошо. Уже не думаешь, не волнуешься. Все, ребята, 2 куска съела, больше не осилить. Наелась. Сейчас арбузика буду кушать. Наколю вилочкой. Смотрите, какой арбузик. Красота. Вместе с вами кушаем. Вы тоже здесь сидите и кушаете вместе со мной. Попробуем. Вкусная арбуза. Очень сладкие. Сейчас арбузы обалденные. Я беру темные арбузы, они более сладкие, чем полосатые. Ну, иногда и полосатые беру, но больше темные люблю. Сахарный. Сахарный, много и сочный такой, знаете, прям обалденный. Очень вкусный. Сейчас наемся. Дома уже обедать не буду. 2 куска съела таких кекса, огромных просто. Ну, арбуз съем обязательно. И чем хорошо, вот сумку холодильник всегда беру. То, что холодненькое, и водичка холодненькая, и арбузик. Все, пожалуйста. Приехал, покушал, посидел, отдохнул и поехал дальше. Выручает на все случаи. И, кстати, я вот сумка-холодильник, вот эта, ну, маленькая такая, беру, когда езжу за рыбой.
Если в город езжу, вот в Мигрос большой или в Carrefour. Там рыбу продают, беру большие 2 рыбехи такие или 3 когда. И солю, ну, в общем, все делаю, потом в морозилку складываю. В любой момент достал кусочек, она свеженькая, оттает, она в холодильнике медленно. И на бутербродик или что-то сделать там очень вкусно. Поэтому готовьте. Посолить несложно. Чем покупать втридорого рыбу, можно самому все это сделать. Это несложно абсолютно и намного вкуснее. И не покрашено, как вот много подкрашивают, да, рыбу, цвет придают. Вы уже знаете, что вы кушаете. Без химии, безо всего. Еще кусочек съем. Очень вкусно. М. Сок аж течет. Сейчас буду вся мокрая. Очень вкусный, очень, ребята. Пишите, как у вас арбузы вкусные, как продают, откуда привозят, или местные вы кушаете, если вы живете где-нибудь в Астрахани или там на юге где-нибудь. Дыни тоже сейчас вкусные пошли, обалденные просто такие сочные. Ну, конечно, не узбекские дыни, как там просто равных нет нигде, но здесь тоже вкусные. Посмотрите, с каким шикарным видом. Я здесь сижу, немножко привстану. Да, такая аллейка посередине, беседки, пальмы. Очень классно. Вот чуть дальше там машины едут. Вот такая красота. И смотрите, и за мной там сидят, тоже кушают. И набережное море. Красота, да и только. Друзья, поделитесь, как там в Рио? Дают уже ключи или нет? Я уже давно ездила. Когда последнее видео вот было? После этого я не ездила. Но ездила в Арпач, поэтому не знаю, это видео первое выйдет или Арпач выйдет. Мы там с вами тоже погуляли на славу. А так пишите, что там вам обещают застройщики. Ну, я, вы знаете, честно говоря, удивилась, что, оказывается, в Рио там мебель будет, да, и кровати, и все остальное. Это Наташенька, по-моему, написала, что обставляют кроватями. Надо будет съездить обязательно, посмотреть, если там еще открыто будут двери, то, ну, как бы в квартиры, что можно зайти посмотреть. Я обязательно сниму, мне самой интересно, как же это все будет. А вообще мне понравилось вот последнее видео, где я снимала все, изменилось много. Ну, не везде, не во всех комплексах. Вот, конечно, Маршал мне что-то, не знаю, разочаровывает то, что мало что там сделано. А остальные, да, как-то они более живенько вот это все делают и стараются, ну, с опозданием. Понятно, что все сдают сейчас с опозданием, ну, хотя бы не с таким огромным. И доделывает вот эти все доделки. Не хотелось, чтобы получилось так, что дадут ключи, а потом будут тянуть с вас эти деньги и дальше доделывать все. Ну, хотя это во всех сетях такое, знаете, то сломалось у них, то еще что-то. Нужно сдавать на одно, на другое, то лифты не работают, то это практически сплошь и рядом. Поэтому, ребята, будьте готовы. Ну, а что делать? Мы ебанши здесь, да, вот в этой стране, поэтому, ну, платят не только, как говорится, иностранцы, платят все, кто купил, все, как говорят, недоделки, все это делится на всех одинаково. Поэтому, а не хотелось бы, заплатив за жилье деньги, еще доплачивать за вот эту всю ихнюю недоработку. Но, надеюсь, у вас такого не будет. Но это вряд ли, скорее всего, потому что, ну, во всех практически сети такое. Ну, самое главное, чтобы ключи дали. И въехать топу оформить все, поэтому... Расходы, конечно, на оформление много получится. Там нужно еще, если кто первый раз, как бы депозит, еще конвертация должна быть, доллар или евро в лиры, потом обратные.
ну, смотря за что вы покупали. Но обычно покупают или за доллар, или за евро, да, квартира. Через банк сделать конвертацию. На сутки банк берет, например, доллары, да, переводит в лиры, берет свой процент. Потом вы берете эти лиры в мешок целый, едете в золотой магазин или где там, ну, обычно в золотом, меняют, там выгоднее курс. И потом уже рассчитывается с застройщиком или с продавцом. Поэтому и затрат, конечно, много будет. На само оформление, получение. Это еще много. Ну, пишите потом, кто сколько, как говорится, требует, с кого сколько денег. И понемногу или совсем уж, как говорится, наглеют и дерут безбожно. Поэтому жалко, да, что так как-то все меняется. Знаете, когда все рассказывают все красиво и замечательно, а по факту там получается еще платить и платить. Много и много денег. Поэтому расходы везде есть. Арбузик доем и поедем, немножко еще проедем чуть дальше, посмотрим, что там есть, потому что я сама там не была. Мне самой интересно, какие там памятники и что интересного такого. Но до самого порта я не доеду. В следующий раз поедем. Все, доедаю арбуз и будем собираться. Я вам скажу, ребята, ветерок поднялся не на шутку. Такой хорошо продувает, обдувает все. Собрала свои сумки. Сейчас проедем дальше. Мы едем дальше по набережной. Буквально несколько метров осталось. Это вот если, например, вы едете до форума и спускаетесь вниз на набережную. Вот эта кафешка, и буквально метров 50 налево идет дорога. Там форум. Вот такая кафешечка. Проедем немножко. А здесь на площади, вот это впереди площадь большая, была новогодняя ярмарка. И была выставка, то есть не выставка, а шоу самолетов. Вот с этого места можно было наблюдать красивейшее шоу в прошлом году. Классно было. Ну, немножко проедем, посмотрим. До порта не будем доезжать. Поэтому, а пальм, смотрите, сколько. Красота. Вечером, конечно, здесь очень классно гулять. Все в огнях, все по-другому, знаете, видно все по-другому. Днем нету такой красоты. Нету огней, нету заката солнышка, когда небо такое, знаете, красивое, розовое, с красивыми облаками. Это надо видеть, просто приехать и гулять здесь по набережной, посмотреть это. Как говорят, лучше один раз увидеть своими глазами, чем 100 раз услышать, да? Ну, прокатимся немножко, посмотрим все-таки, что здесь есть, какие памятники. На этой половине их не так много, как на той, где мы проехали, но все равно что-то есть. Новые деревья посадили, вот я смотрю целую линию. Поэтому какие-то старые, наверное, срезали, посадили другие. Вот такая набережная. Ну, проедем еще метров 200, я думаю, и будем возвращаться. Я смотрю, скорее всего, колесо где-то прокололо, подсдулось, но слава богу, что у меня насос. Я всегда в такие дороги беру с собой. Это, скорее всего, когда мы ездили по набережной, там же вот эти колючки, знаете, и какая, наверное, воткнулась в резину. И потом отвалилась, а колесо прокололось. Где-то сбоку, может. Ну, такие, да, колючки. Вот, ну, кто ходит на море, те знают. Да, они прям на песке растут, иголки, и когда высыхают, они любую резину могут проткнуть. Поэтому очень такие опасные. А колесо, если прокололось, то ничего не остается, как подкачивать.
Но я все равно еду в эту сторону, а потом уже буду возвращаться домой. Все-таки хочу снять, посмотреть, что здесь есть на этой половине. Вон впереди еще, смотрю, тоже памятник, но беседок здесь поменьше. Поэтому как-то поскромнее эта половина. Вот еще памятник. Сейчас, подождите, ребята, остановлюсь. Самая красивая мечеть города Мерсин. Смотрите, она впереди. Красота. Но я как-нибудь приеду сюда специально, пройду, сниму поближе эту мечеть и посмотрим, что здесь в этом районе есть вокруг. Классная мечеть, мне очень нравится. Так, ну я думаю, сделаю я кольцо, уже здесь развернусь и поеду в обратную сторону. Вот так сделаю кружочек небольшой. Нет, хотя доеду дальше, мне там еще что-то понравилось. Сейчас, ребята, ну тут уже дорожка, видите, такая, на 2 полосы. Ну ладно уж, проеду по этой. Думаю, никто не обидится. Самое главное, чтобы не было полиции, потому что будут аж штрафовать. Молодежь увидели пластики нарисованные и начали прыгать. Дети есть дети, хоть большие, хоть подростки, все им интересно. Мне нравится какая-то арка, а здесь, смотрите, такая для скейтбордов, да, или как они называются правильно? Вот такая горка, видите, скейтборды. Сейчас я приподниму велосипед, все-таки поеду по дорожке, которой нужно ехать. И вот впереди там белые арки. Хочу все-таки посмотреть. Здесь вот, видите, на электроскутерах ездят. Да, ну вот доедем, и отсюда уже развернусь и поеду домой. Но хочу заехать еще в магазин, посмотреть, что там есть. Посмотрю, может, рыбку. Заеду в Carrefour и в Мигрос большой. Буду обратно возвращаться уже по трассе до 400, снимать не буду. Друзья, я доехала до вот такой красивой арки. Это на другой половине от набережной. Я сюда никогда не ездила, но очень красиво, да? Мы сегодня с вами проехали, протестировали камеру первый раз. Не знаю, конечно, что получилось и как записалось. Ну, в общем, надеюсь, что будет все хорошо. Ой, да, друзья, я рада была провести с вами сегодняшний день. Мне было очень приятно прогуляться, покушать вместе с вами такой вкусный кекс и арбуз. На сегодня я буду закругляться. На обратном пути, как я сказала, заеду в магазин Мигрос и Carrefour, посмотрю рыбу. Если будет, куплю. Ну, если будет рыба, я вставлю в сюжет, поэтому вы сами увидите. Ну, а если не будет рыбы, значит, просто поеду домой, и на этом наш день подошел к концу. И, друзья, заходите обязательно на мой кулинарный канал. Называется он «Вкусно с Верой». Будет закреплен в описании к видео. Я вас приглашаю. Я готовлю простые, но вкусные блюда. Так что заходите и готовьте вместе со мной. Зашла в Carrefour, здесь самон есть, большие рыбы. Стоит 279 лир. Сейчас мне ее почистят, и я возьму ее. Так что на обратном пути я с рыбой. Такие дела, ребята. Засолю, а какую-то часть пожарим. Ребята, ждать не стала, пока почистят рыбу. Там женщина передо мной 20 штук мелкой рыбы взяла, и пока ее почистят, это целый час. Поэтому взяла самон. Сейчас покажу, какой. Ну, что поделать, ничего страшного. Почищу дома. Рыбу я чистить умею, но ждать просто не хочется целый час. Взяла вот такую большую рыбу, почти на 4 килограмма. Иду на кассу. Рыбку я довезла в сумке-холодильнике. Вот такая красота, почти 4 килограмма. Ждать не стала, сейчас почищу.
И буду солить. Огромная просто рыбина. В прошлый раз я такую же большую рыбину брала, еще осталось 2 кусочка. Смотрите, всегда солю, и цвет сохраняется. Вот такая она вся красивая. Ничего не делается. Очень вкусная. Ну, теперь эту уже доедим и засолю новую. Так, ребята, мне помимо рыбы еще досталась и икра. Видите, с одной стороны и с другой стороны. Так что засолим еще и корочку. Вот такая рыбёха хорошая. Котейка мякает, да, Ёханчик? Сейчас и ты получишь. Красавица. Все, друзья, всем пока-пока. До новых встреч и новых видео. Как вы знаете, мы много чего не сняли, но обязательно все снимем. И, как всегда, я вас возьму с собой. Все, всем пока-пока.